Так, друзья, всех приветствую. Небольшой ролик по очистке SRS, в данном случае Geely Atlas Pro, и тест адаптера, который я делаю под MD Flasher. Согласно распиновочке подключился к блоку и к адаптеру. Адаптер с оригиналом по распиновке ничем не отличим, то есть подключение то же самое. Переходим к программе. Буду записывать с экрана. Немножко неудобно, не планировал записывать, ну, то есть быстрый, экстренный. Значит, смотрите, у нас процессор на данном блоке SRS выглядит вот таким вот образом. Частота кварца на плате у нас 16 МГц, ее выбираем. Частота, скорость записи выбираем наивысшую, в принципе, работает. Здесь выбираем Dual A, Dual B, в данном случае Dual B, потому что распиновка данного адаптера рассчитана под тест под порт B. В диспетчере устройства он может отображаться чуть-чуть иначе, будет вот USB 1, USB 2, в моем случае 34 и 33 порты. Это можно сделать, выяснить, какой из портов нужен, либо через программу тест-адаптера, либо через выбор вот этого первый, второй, и на каком будет работать, значит, вот с тем мы работаем в дальнейшем. Так, ну я знаю, что у меня на порту B, соответственно, выбираем процессор, частоту и то, что мы сейчас будем записывать. Предварительно я все считал, ну, вам покажу именно по записи. В данном случае вот у нас нужно записать D-Flash, нам нужно очистить этот блок SRS. Вот оно все, что было ранее по логам, видно, что считано. Значит, нам сейчас надо записать уже отредактированный дамп. Нажимаем кнопку Write. Это я считал, то, что с этого процессора было. Дальше записываем то, что нам нужно записать. В данном случае, так, чуть-чуть уберу, чтобы лишнего вам не показывать. Выберу сейчас нужный файл. Тен-тен-тен. Так. D-Flash. Открыть. Так, все, файлик я вот подгрузил. Вот смотрите, дальше он делает Power On и Ping MCU. То есть он ждет, когда мы ему подадим питание. В данном случае с блока питания 3,3 вольта нажимаем Power. Если вовремя не нажимали питание, соответственно, перезапускаем программу и делаем это повторно. Так, сейчас, скорее всего, так и будет. Так, видим ошибка, и релешка у нас отработала. Отключаем питание. Здесь нажимаем Reset, то есть мы отресетим порт. Релешка отщелкнула. Дальше нажимаем повторно Write. Просит наш файлик D-Flash. Открываем и подаем питание. Все, пошла запись. D-Flash затирается. Далее видим работу программы. На адаптере TX, RX светодиоды мигают. Значит, установлены зеленый и синий в цвет адаптера. По подключке, сейчас покажу вам по подключке, что у нас. Так, давайте я открою нужную страничку. Так, возвращаемся. Я чуть-чуть просто лишнюю информацию, чтобы вам не показывать на рабочем столе, точнее в браузере. Значит, по подключке переходим на онлайн
MD флешера, то есть на Help Online. Выбираем UART адаптер, MCU, Renesas. И в данном случае у нас вот этот вот. То есть вот этот вот. Но так как у нас процессор получается как бы типа тут, если выбрать в данном случае вот такой у нас процессор, да, но тут подключка для Nissan какого-то, но это нас не сильно интересует, то есть мы смотрим подключку под блок и подключку вот этой части, то есть вот куда подключать у нас DTR, TX, RX, RST, GND 3,3 вольта. 3,3 вольта, вот видите, значок 12 вольт, но мы-то сюда подаем, соответственно, 3,3 вольта с блока питания и выставляем 200 миллиампер на силу тока. В кварц выбираем тот, который у нас на процессоре, тут вот 8 мегагерц, но в моем случае здесь 16. Вот, где распиновку взять, если у вас именно на блок нету, то есть вы можете непосредственно к процессору подпаяться, то есть выбираем вот здесь, вот этой графе нужный нам процессор, 48, но у меня, по-моему, 64, я точно не помню, вот этот. Вот, и вот эти точки вы можете здесь посмотреть, куда подключиться. Либо вызваниваем, либо ищем в интернете схему подключения к данному блоку SRS. Либо, если блоку SRS нету, вызваниваем по точкам подключения к процессору. Ну и тут вот можно увеличить и посмотреть, куда. То есть вот питание, плюс-минус, FD0, TX, RX, Reset. Ну, это что касается подключки. Ну, тут уже зависит от того блока, с которым вы работаете. Так, запись пока идет. Значит, по поводу файлов я сравнивал содержимое, то, что читает MD флешер через адаптер, вот, и то, что читает, к примеру, VVDI Proc. Содержимое одинаковое. Для примера могу показать то, что вычитали MD флешером. К примеру, давайте вот простенький файл. Вот U-boot вычитывал. Этот я сегодня вычитывал, да. И вычитывал я ранее U-boot, вот этот. Так, не туда. Вот этот. Так, а теперь делаем анализ, сравнение, сравнить. Окей. И, как видим, данные одинаковые. То есть, что MD Flasher читает, что VVDI Proc читает без проблем одинаково данный процессор. Вот. По MD Flasher это 55-я лицензия, работа с UART адаптером и чтение блоков SRS, соответственно, процессоров. Так, по поводу чтения записи, не скажу, что оно очень быстрое. Вот, как видите, вот столько времени мы уже затратили, 8 минут примерно идет запись. По поводу VVDI 2, VVDI 2, VVDI Proc, честно сказать, не помню, с какой скоростью это вычитывалось. Вот, поэтому затрудняюсь в этом ответить. Так, ну вот, в целом, в принципе, работает так. То есть выбираем нужный нам процессор, либо нужный блок, с которым мы работаем. Там, к примеру, Kia Hyundai. Подгружаются на странички. Интернет у меня медленный, поэтому так тут все обрабатывается. Вот, что я говорил по поводу процессора. То есть непосредственно вот здесь есть точки подключения, куда нужно подключиться. И на адаптере. По поводу адаптера, пины все также подписаны. DTR, RX, TX, зажигание GND. То есть отличий никаких. Разница в том, что здесь в оригинале по одному пину. В данном адаптере, как можем наблюдать, их
несколько, то есть в 3 ряда. Так, мы слышим, релишка у нас отработала, значит, готово. Все, пишет ОК. Нажимаем ОК. И видим, что все записалось. Вот. Примерно такая работа адаптера. Значит, чуть увеличимся. По 3 пина. По основным дорожкам по 3 пина. Сейчас я сниму питание с блока. Вот. 3 пина тут, 3 пина тут. Это удобно, когда мы работаем с панелями, когда нужно подключить несколько масс или несколько проводов по зажиганию. То есть на родном адаптере надо там переходники всякие мудрить, лишний раз провод некуда заткнуть. Короче, практика показывает, что вот эти адаптеры должны быть минимум в 3 ряда. То есть примерно как адаптер S-Tool. Вот. В принципе так. Очистка краш. Тест адаптера. Всем удачи в работе. По поводу приобретения данных адаптеров пишите в личные сообщения. Под видео будут все контакты. Всем пока.